Kenworth T600 по прозвищу Муравьед. Далеко не самый красивый или, скажем так, породистый американский капотник. Он простоял на конвейере меньше 30 лет, и вряд ли его можно назвать легендой, в сравнении хотя бы с тем же W900. И все же этот тяжеловес 8 класса, рожденный в эпоху последствий топливного кризиса, пережив и 80-е, и 90-е, перешагнул порог между 20 и 21 веком и по праву считается прорывной моделью не только в истории марки Kenworth, но и в грузовом автостроении нового света в принципе. Наверное, на фоне классики из 60-х, 70-х T600 выглядит сегодня несколько заурядно. Но мы же все с вами понимаем, что коммерческая техника в первую очередь создается для того, чтобы зарабатывать деньги. И с этой точки зрения T600 совершил подлинную революцию в своем сегменте. После того, как грянул топливный кризис 1973 года, абсолютно всем в сфере грузоперевозок стало очевидно, что нужно снижать расход топлива всеми доступными методами. И здесь можно выделить два основных направления – работа над силовыми агрегатами и исследования в области аэродинамики. Поскольку компания Kenworth, как и большинство других американских производителей грузовой техники, полагалась на двигатели от сторонних производителей, был выбран курс на улучшение аэродинамических характеристик кабины грузовика и, в частности, той самой модели W900, которая, согласно исследованиям, на шоссейных скоростях тратила около 2/3 имеющейся мощности лишь только на преодоление сопротивления воздуха. К исследованиям в области аэродинамики Kenworth приступил в 1976 году. Это было целое непаханное поле, а соответствующего опыта практически не было. Поэтому и ожидать молниеносных результатов не приходилось. Поскольку компьютерное моделирование находилось все еще в зародышевом состоянии, существенную помощь в этом деле оказала аэродинамическая труба Вашингтонского университета. Чтобы представить готовую модель грузовика с улучшенной аэродинамикой, инженерам и дизайнерам Kenworth понадобилось около 7 лет. Но результат определенно стоил потраченных усилий. Компоновка кабины с наклонным капотом давала свыше 20% топливной экономии в сравнении с привычной конфигурацией с прямой мордой, при том, что по железу все осталось без особых изменений. Также на аэродинамику работали крылья новой формы, перетекающие в юбки, закрывающие топливные баки. В итоге на шоссейных скоростях при полной загрузке, благодаря преимуществам в аэродинамике, тягачу хватало двигателя мощностью на 100 сил меньше, нежели в случае с грузовиками привычной компоновки. Великолепный результат, который был достигнут весьма малой кровью с точки зрения производственных затрат на каждую выпущенную машину. Еще одним важным нововведением стало смещение передней оси ближе к задней тележке, что позволило почти на четверть уменьшить радиус поворота в сравнении со стандартным W900. А доработанная подвеска добавила плавности хода и комфорта за рулем. Новый магистральный тягач T600 был официально представлен перед дилерами в 1985 году, где поначалу получил довольно противоречивый прием. Внешне машина существенно отличалась от стандартов в отрасли, и покатый капот вкупе с низко посаженным бампером не всем сходу пришлись по вкусу. Собственно говоря, именно из-за непривычного для многих дизайна капота T600 и получил прозвище Anteater, то есть муравьед. Тем не менее, как отметил представитель одного из дилеров, аэродинамические преимущества T600 были настолько очевидными, что те, кто проигнорировал это нововведение, неминуемо оказались бы на обочине бизнеса. T600 без преувеличения революционизировал американскую грузовую индустрию. Первые пользователи на личном опыте отмечали, что расход дизеля на T600 в зависимости от условий эксплуатации был на 10-15% ниже, чем на стандартных тяжелых капотниках. И уже к концу того же 1985 года продажи модели составили 40% от общего выпуска Kenworth. Каждый T600 позволял экономить по 3-4 тысячи долларов в год на топливе при условном пробеге в 200 тысяч километров. Для крупных перевозчиков, автопарки которых насчитывали сотни таких машин, суммарная экономия исчислялась миллионами долларов. Выбор двигателей для T600 поначалу был сравнительно бесхитростным. 12-литровый шестицилиндровый турбодизель Cummins с отдачей от 370 до 450 сил, либо все тот же Cummins объемом в 14,9 литра, который мог развивать вплоть до 600 кобыл.
Во второй половине 90-х добавились более передовые силовые агрегаты от Caterpillar. В 1990-м была представлена усовершенствованная версия T600A, в которой конструкторы продолжили заигрывать с ветром. Так изменилась форма обтекателей зеркал и решетки радиатора, а лобовое остекление, ранее состоявшее из двух плоских сегментов, заменили на панорамное. Устаревший спальник Aerodyne из 70-х уступил место следующей генерации Aerodyne 2, которая также была более эффективной с точки зрения лобового сопротивления. Ну и вполне в духе времени опционально предлагалась электронная панель приборов, разработанная совместно с компанией Boeing, той самой, которая самолеты строит. Следующей вехой в жизни модели стал представленный в 1995 году T600B. Основным нововведением здесь стал новый 182-сантиметровый спальник AeroCab. Он полностью интегрировался с кабиной, превращая ее едва ли не в однокомнатную квартиру с полностью плоским полом и высотой потолка в 210 сантиметров. T600B предлагался с колесной формулой 4х2 или 6х4. Линейка моделей включала версии с полной массой от 15 до 27,5 тонн или 84 тонн в составе автопоезда. Мощность дизельных двигателей варьировалась от 334 до 608 лошадиных сил. За 2 десятилетия было выпущено чуть больше 108 тысяч единиц модели T600 в самых разнообразных конфигурациях. А компания Kenworth удостоилась национальной премии Министерства транспорта США за развитие исследований и разработок в области транспортных средств. А такие награды, знаете ли, вручают вовсе не за смелое решение в покраске или красивую хромировку на местечковых выставках кастомной техники. Интересно, что в какой-то момент успехи в области аэродинамики и снижения издержек по обслуживанию техники настолько сильно вскружили головы проектировщикам из Kenworth, что они едва не потеряли связь с существующей реальностью. В 1996 году компания представила то, что она называла капотным грузовиком следующего поколения. Новейший магистральный тягач T2000 с клиновидным капотом, имевшим наклон в 32 градуса, стал венцом передового дизайна, вобрав в себя самые новаторские решения и технологии. Каркас кабины был выполнен из алюминиевой крошки, что придавало ему достаточную прочность и легкость. Кузовные элементы изготовлены из инновационного формовочного материала SMC, который на 40% легче стеклопластика, применявшегося раньше. С поверхности кузова исчезли заклепки, вместо них использовались сверхпрочные клеевые соединения. Полегчали топливные баки и радиаторная решетка, выполненная из полированного алюминия. Помимо прочего, машина оснащалась системами ABS и ASR, а также уникальной подвеской с 8 пневматическими баллонами, обеспечивающими непревзойденную плавность хода. Плюс самое роскошное из доступных оснащение кабины и спальника с эргономичными сиденьями, трехточечными ремнями безопасности и аэрбэгами, продвинутой электронной системой самодиагностики, СВ-печью, персональным компьютером, телевизором, аудиосистемой, спутниковой связью, круиз-контролем, кондиционером и тому подобными фишками. Еще бы! T2000 был нацелен в первую очередь на частников, которые не жалеют денег на оснащение своего любимого трака. Вот только на T2000 эти самые частники денег-то как раз и пожалели, даже несмотря на несколько рекордных выступлений специально модифицированных версий грузовика в гонках Pikes Peak. И дело было не столько в том, что дальнобойщики в большинстве своем отказались принять передовой аэродинамичный биодизайн кабины. Дело было в том, что многие кузовные панели на T2000, все эти спойлеры и обвесы были не только легкими, но и легкосъемными. Теоретически это должно было упростить и удешевить их замену, но на практике на высокой скорости кузов T2000 дрожал и трясся так, что водители всерьез опасались, что панели начнут отрываться и кузов просто развалится. В результате продажи модели шли чрезвычайно слабо, и она была по-тихому снята с производства в 2010 году.
Тем не менее, именно T2000 стал очередной знаковой моделью Kenworth на пути к улучшению аэродинамических и эксплуатационных характеристик капотной грузовой техники. Кроме того, именно на T2000 был опробован, а затем и внедрен увеличенный интервал сервисного обслуживания в 25 тысяч миль, то есть 40 тысяч километров, тогда как у других производителей в то время он составлял от 10 до 15 тысяч миль. Тем временем, в 2008 году классический Kenworth T600 стал частью истории, а ему на смену пришла как бы новая модель T660, которая технически слабо отличалась от своего предшественника, зато предлагала клиентам новое, более современное видение дизайна, лишенное рубленых форм в пользу еще более плавных обводов, которые помимо выполнения своей основной аэродинамической функции куда больше соответствовали тенденциям в грузовом дизайне десятых годов. При создании этой модели широко применялось компьютерное моделирование и симуляция аэродинамической трубы. Наряду с обновленным внешним дизайном было существенно улучшено внутреннее наполнение кабины и спальников Aerodyne и Aerocap, доступных в длинах от 96 до всех 208 сантиметров. На смену модели T660 в 2016 году пришел новейший T680, который выпускается до сих пор и помимо традиционных дизельных версий имеет полностью электрическую модификацию мощностью в 470 или 605 лошадиных сил и запасом хода в 320 километров. Несмотря на то, что оригинальный T600 сложно назвать эталоном американского тяжелого грузовика в привычном классическом его понимании, именно эта модель стала не просто революционной в отрасли грузоперевозок, но на протяжении многих лет она оставалась золотым стандартом, к которому стремились конкуренты, вынужденные прилагать недюжинные усилия, чтобы оставаться востребованными. А для самой компании Kenworth оригинальный T600 стал отправной точкой в новейшей истории, в течение которой рождались и развивались самые передовые идеи и продукты, такие как новейший дизель-гибридный SuperTruck 2 со средним расходом топлива всего в 19 литров на 100 километров пробега.